Друзья, всем привет! Хочу сделать небольшой обзорчик детского мотика. Я его купил сыну, но сын испугался ездить на нем, что он очень громко работает, трясется, и что-то сын был не подготовлен к езде. Это кроссовый мопед, он на автомате, у него двигатель как у бензопилы, 50 кубов, марки Motoland. Стандартные наклейки мы сняли, обклеили, так как захотели с сыном. Вот, соответственно, что можно сказать про этот мотик? Мы покупали его 2 года назад, еще ценник даже висит, за 39 тысяч рублей, новым в салоне. У него дисковые тормоза, передние и задние, похожие на тормоза, как на велосипедах стоят. У него совершенно обычная подвеска, то есть стоит маленький амортизатор сзади, но по сути он работает как обычные пружины, то есть это не амортизатор. Вилка также не отрабатывает, то есть там просто пружина, которая смягчает езду. То есть этот мотик для начинающих, для тех, кто вот с трех колес слез, как бы, и научился ездить на велосипеде, для езды по ровной поверхности, без каких-либо трамплинов, ям и так далее. То есть он слишком прост, и у него стоит цепь, звездочка, но это все, конечно, очень слабенькое, но для детей, для старта достаточно. Значит, при покупке в первый же день у нас навернулось вот этот ручной стартер. Буквально на второй раз после того, как я его завел, он сломался. Я его открутил, там проскальзывали шлицы, и я банально туда прикрутил саморезы, клапы, чтобы они цепляли часть, которую крутит сам двигатель. Соответственно, у него установлен карбюратор, как на любой бензиновой технике. Звездочка, свечку мы не меняли. Ключ зажигания, и более здесь ничего нет. Удобная штука еще, это вешается на руку такая страховочка небольшая. Если ребенок упал, то она слетает и глушит двигатель. Это для безопасности. Также одна единственная кнопка — это глушилка. Аккумулятора здесь нет, стартера здесь нет. Все обычные. Ручки тормозные здесь как велосипедные. Очень простенький мопед, но что-то он
ребенку, несмотря на то, что его папа любит технику, не зашел. Поэтому мы его продаем. Ну и также небольшой видеообзор. Я думаю, что будет полезно для тех, кто рассматривает вариант покупки данной техники. Вполне себе ничего, тем более за эти деньги. Потому что, например, я как чувствовал, что могут быть такие нюансы, как испуг. И было бы очень обидно, если бы это был не Motoland за 39 тысяч рублей, а какой-нибудь Kawasaki или Yamaha за 100. Так что, ребята, смотрите. Техника неплохая. Всем всего доброго. Подписывайтесь на канал. Мы периодически покупаем всякую технику. Иногда разбираем ее. Иногда делаем какие-то доработки. Но это все как хобби. И возможно, где-то в каких-то роликах я что-то говорю неверно, я говорю из своего опыта личного. И ни в коем случае не хочу как-то обидеть или дезинформировать по поводу покупки той или иной техники. Здесь сугубо личное мнение. Всем всего доброго.